Федор Крупский, фермер из Минской губернии Белоруссия, и его жена Анна в начале 1900-х годов в поисках лучшей жизни оставили родное село и уехали в Аргентину. Их письмо к родственникам, оставшимся на родине, рассказывает историю о трудностях жизни в Беларуси, долгом пути через океан и начальной адаптации на новом континенте. Наши жизни в Минской губернии стали невыносимыми. Урожаи из года в год все хуже. Даже наш труд, которым мы гордились, стал приносить все меньше плодов. Налоги, которые мы должны платить властям, повышаются, и едва остается на то, чтобы прокормить детей. В деревне говорят, что нет больше смысла терпеть это, потому что впереди только бедность и нищета. Семья Крупских оказалась перед сложным выбором: остаться и продолжать бороться с бесконечными тяготами или рискнуть всем, что у них было, и отправиться в далекую, почти неведомую страну в Южной Америке. Решение далось им нелегко, и к нему их подтолкнули рассказы соседей, которые уже отправились в Аргентину и писали письма о возможности получить землю и начать новую жизнь. Мы продали все, что у нас было. Дом, лошадь, весь скот. Переезд в Аргентину казался единственным шансом. Пусть даже неизвестность пугала. Оставаться означало обречь детей на жизнь, полную лишений. Их путешествие через Европу и океан стало настоящим испытанием. Федор вспоминает трудности долгого пути. Отправились мы сначала в порт, где сели на корабль. Это был тяжелый путь. Больше месяца среди чужих людей, многие из которых также были вынуждены оставить свои родные земли. Некоторые заболевали в пути. Младшие дети смотрели на нас, как на последнюю надежду. Наша Анна помогала ухаживать за всеми, кому нужна была помощь. Само путешествие оказалось труднее, чем мы думали. Волны укачивали так, что порой казалось не выдержим. По прибытии в Аргентину Крупские почувствовали облегчение, но их ждал новый этап борьбы за выживание. Мы приехали в страну, которая совершенно не похожа на нашу. Сначала нам дали временное жилье в бараках вместе с другими переселенцами. Мы были окружены языками, которых не понимали, и людьми, с которыми у нас не было ничего общего. Задумались мы, сможем ли здесь вообще найти место для себя. Но в сердце теплилась надежда, что все получится, что не зря мы пустились в эту дорогу. Первые месяцы были сложными. Незнакомый климат, скудная работа и необходимость приспосабливаться к новой культуре и языку. Федор описывает трудности адаптации и первые шаги на аргентинской земле. Работа здесь тяжелая, но за нее платят, и это главное. Мы трудимся на плантациях вместе с другими такими же переселенцами. Сначала было трудно привыкнуть к жаркому климату и к этим полям, но каждый вечер я вспоминаю, зачем мы здесь, и от этого становится легче. Местные жители смотрят на нас с недоверием, и немногие из них протянули руку помощи. Но мы нашли таких же белорусов и русских, которые приехали раньше и вместе теперь пытаемся помогать друг другу. Со временем семья начала обустраивать быт и приспосабливаться к новым условиям. Анна завела огород, который стал помогать кормить семью. Федор нашел работу на фабрике, где постепенно освоил основы испанского языка. Жизнь понемногу налаживалась, но тоска по родине не утихала. Скучаем по родной земле, по нашим лесам и полям. Здесь все чужое, запахи, климат, даже звезды на ночном небе другие. Но мы понимаем, что назад дороги нет. Мы слышим, что на родине все еще хуже, чем когда мы уезжали. Здесь, хотя и трудно, у нас есть возможность работать и кормить детей. Дети учатся в местной школе, растут, осваивают новый язык быстрее нас. Федор и Анна часто обсуждали, не вернуться ли на родину, но понимали, что это невозможно. Иногда мы думаем о возвращении, но потом вспоминаем, с чем расстались и сколько пришлось пройти, чтобы добраться сюда. Понимаем, что назад нам дороги нет, и что здесь теперь наш дом, каким бы он ни был. Мы оставили многое, и теперь у нас есть шанс на другую жизнь.